Так, всем привет. Вижу, что люди начинают собираться потихонечку. А, так, ну что ж, я буду стартовать свой доклад. Сначала представлюсь. Привет всем, кто пришел. Меня зовут Ксюша. Я работаю UI UX-дизайнером в студии Hello Lab уже практически 1,5 года. Это мой первый доклад в стенах Hello. Я очень надеюсь, что вам все понравится, что вам не будет скучно, и вам все будет понятно. Начну с того, что думаю, что вопросики можно будет задавать, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, можно будет спросить уже в конце. Я с радостью на них отвечу. Ну а сейчас такое небольшое пересказ, что ли. Раньше я думала, что инклюзивный дизайн — это то, что направлено исключительно на людей, у которых есть какие-то физические ограничения. Но я немножечко в своих таких догадках и мыслях ошибалась в этом плане, поэтому я решила в этом чуть больше разобраться, чем я думала. Значит так, инклюзивный дизайн — это своего рода такой универсальный дизайн, это синонимы, по сути, и это значит, что суть этого инклюзивного дизайна — включить все группы людей в одни и те же процессы. То есть создавать удобные какие-то интерфейсы для того, чтобы вовлекать наибольшее количество людей. Творцом такого направления, вернее, даже не творцом, а человеком, который заложил идею инклюзивности, стал Рональд Мейс. Именно он впервые придумал такой концепт, как универсальный дизайн, для того, чтобы как-то выровнять права людей с ограниченными возможностями. Но именно человек по имени Селвин Голдсмит, который написал книгу «Дизайн для инвалидов», он был именно тем человеком, который впервые внедрил какие-то штуки для того, чтобы сделать первый шаг навстречу инклюзивности. Именно он сделал так, что внедрил в городскую архитектуру такую штуку, как опущенный бордюр. Думаю, что многие из нас сталкивались с тем, что мы, когда переходим через дорогу, можем споткнуться о завышенный бордюр. Так вот, чтобы такого не было, придумали вот такую вот штуку, как заниженный бордюр. Это гораздо удобнее и гораздо более проще и обычным людям взаимодействовать с этой штукой, и людям, которые, например, передвигаются на колясках либо на костылях. Вибачаюсь, інваліди. Люди з інвалідністю, вибачаюсь ще раз. Перепрошую. Для того, чтобы понимать, как мы можем повлиять на дизайн со своей точки зрения, как дизайнеры, нужно разбираться в том, какие типы ограничений существуют. Компания Microsoft, она уже создала такой перечень этих типов, разделила их на 3 группы, и, собственно, сейчас мы в них немножечко разберемся. Первый тип ограничений — это постоянные ограничения. Это значит, что люди находятся на протяжении всего времени с какими-то ограничениями, с которыми, в общем, они живут всю жизнь. Это могут быть какие-то двигательные ограничения, зрительные, слуховые, когнитивные и так далее. Следующий тип ограничений — это временные ограничения. Это когда люди находятся, к примеру, в постоперационном состоянии, когда люди с травмами, с переломами, когда, возможно, какая-то депрессия у человека, либо же он только проснулся, еще не осознает, что с ним произошло. Это все такие состояния, когда он находится в каком-то временном ограничении, когда он не может более-менее нормально взаимодействовать с какими-то штуками.
И третий тип ограничений — это ситуационные ограничения. Это ограничения, в которых, в принципе, оказывался каждый из нас хоть раз в жизни. Это, к примеру, мы находимся в какой-то шумной обстановке, либо же мы находимся в каком-то обществе, где очень много каких-то отвлекательных маневров, либо же мы шли на улице, где очень сильно ярко, и зашли в темное помещение, и какое-то время нам некомфортно смотреть, плохо видим, и так далее. Вот такого плана это ситуативное ограничение, это то, что сейчас есть, через пару минут такого не будет ограничения. Для того, чтобы поскольку мы уже немножечко разобрались с типами ограничений, сейчас можно немножко разобраться с тем, какие есть примеры доступности для каких-то из этих ограничений. Первое — это зрительное ограничение. Это что мы можем здесь сделать как дизайнеры? В первую очередь мы можем стараться всегда соблюдать достаточный контраст между текстом и какими-то интерактивными элементами на сайте, чтобы пользователю было удобно и комфортно это читать и с этим всем взаимодействовать. Второе, что мы можем сделать и предложить как решение, это альтернативный текст. Это когда пользователь плохо видит, либо же какая-то ситуация, что он просто не может посмотреть, чтобы у пользователя была возможность прослушать информацию, которая есть на сайте или в приложении. А также есть еще такая штука, как предоставить пользователю возможность самостоятельно отрегулировать величину шрифта, либо, может быть, контрастность и так далее. Человек сам под себя подстраивает такие штуки, чтобы ему было комфортно и удобно. Следующий момент — это двигательное ограничение, и что здесь можно предложить пользователям, чтобы им было проще взаимодействовать с сайтами. Например, клавиатурная навигация. Многие люди, некоторые люди даже не предпочитают не использовать мышку, им удобнее всего контактировать с продуктами с помощью клавиатуры. А есть люди, которые просто не могут нормально контактировать с контентом с помощью мышки. Так, к примеру, у них трусятся руки, и в таком случае будет удобно внедрить такую штуку, как клавиатурное управление, либо же управление с помощью каких-то других манипуляторов. Следующий момент, что мы можем также предложить, это, к примеру, постараться сделать так, чтобы интерактивные элементы, с которыми предполагается какое-то взаимодействие, они были достаточных размеров, чтобы между ними были достаточные отступы, опять же, для того, чтобы пользователь с большей вероятностью попал именно туда, куда ему нужно, а не туда, куда он не хотел попасть. Следующий момент — это слуховые ограничения. Здесь мы можем предложить пользователям такие штуки, как добавить субтитры к видео, либо же продублировать видео или аудиоконтент с помощью текста, типа как описание под текстом или описание под аудио, чтобы человек, если не может прослушать что-то, чтобы у него была возможность это прочесть. Также довольно-таки часто используются звуковые какие-то приемы оповещения, то есть пришла нотификация, либо же какая-то ошибка произошла, и это все воспроизводится с помощью звука. Помимо звука, также нужно это все делать, дублировать какими-то визуальными штуками, попапчики, уведомления, еще что-то, чтобы человек, если не услышит, чтобы он имел возможность обязательно увидеть, что уже произошло. Следующий момент — это когнитивные ограничения. К когнитивным ограничениям относятся такие штуки, как... Не штуки, прошу прощения. Когнитивное ограничение — это когда человек не может нормально воспринимать какую-то информацию. Он либо не может ее запомнить, либо ему сложно как-то вычленить что-то главное из этого всего. Для того, чтобы сделать проще взаимодействие с сайтами для людей с когнитивными ограничениями, мы можем сделать следующее. В первую очередь это постараться минимально использовать какие-то супер-пупер анимации, какие-то супер яркие элементы, которые забирают на себя очень много внимания. Потом также мы можем предложить пользователю
структурированную, логическую, ясную, понятную навигацию, чтобы все было, в общем, структурировано и логично, и последовательно. Так пользователям тоже будет проще разобраться с логикой и структурой сайта. Ну и также, что мы еще можем предложить, это мы можем минимизировать употребление сложных каких-то слов, предложений, речеоборотов, очень длинных предложений, либо же очень коротких предложений. Вот, так как это все очень сложно читать и сложно понимать не только людям, у которых есть какие-то ограничения когнитивные, но и обычным людям тоже не всегда это интересно. Вот. Следующий момент, о котором я бы хотела тоже так поговорить, рассказать, что такое существует, это существует такой документ, как WCAG. Это своего рода гайдлайн по тому, какими должны быть сайты по своей доступности. Этот гайдлайн придумали люди из Всемирного веб-консорциума, которые в принципе занимаются тем, что они придумывают, исследуют, изучают, внедряют какие-то штуки, которые могут сделать использование сайтов и приложений более доступным, удобным и понятным. Здесь есть QR-код сбоку экрана. Вы можете его просканировать, и вы перейдете на сайт WCAG, в котором собрано очень большое количество информации, гайдов, правил, рекомендаций по тому, что должен делать дизайнер для того, чтобы достигнуть какого-то из уровней доступности. Всего, если так вкратце, в этом документе присутствует 4 принципа, по которым собираются удобные интерфейсы, и для каждого из этих принципов есть 3 уровня доступности. Итак, 4 принципа WCAG. Принципы — это то, что позволяет определить и понять цели, которые должны быть достигнуты для того, чтобы сайт был удобен и понятен для пользователя. Первый принцип — это восприимчивость. Здесь этот принцип, его суть заключается в том, чтобы люди с различными какими-то особенностями или имели возможность адекватно получать информацию, чтобы они могли и прочесть, и посмотреть какую-то картинку, и посмотреть какое-то видео и так далее. То есть информация должна быть понятной и структурированной. Следующий принцип — это управляемый или работоспособный принцип. Это он должен обеспечивать пользователям легкий поиск той информации, которую они хотят найти. Вот. Следующий принцип — это понятный принцип. Это значит то, что пользователь должен легко воспринимать информацию, которая находится на сайте. То есть информация должна быть подана не слишком сложно и не слишком заумно, чтобы это все было легко воспринимать. И принцип 4 — это устойчивость. Это значит, что по этому принципу сайты или приложения должны быть протестированы для того, чтобы понять, насколько релевантно он работает, этот сайт или приложение, работает на различных площадках, на различных устройствах, там, будь то ноутбук, будь то компьютер, либо же телефон, или даже смарт-часы, чтобы данное приложение или сайт открывались нормально, чтобы все там было понятно и структурировано. Как я уже сказала, для каждого из этих принципов существует 3 уровня оценивания. Первый уровень оценивания обозначается как 1А. Его суть заключается в том, чтобы предоставить сайту какие-то минимальные требования, которые должны быть соблюдены. Это, к примеру, должен быть обязательно альтернативный текст, возможность управлять контентом с помощью клавиатуры, ну и какая-то структурированность и логическая последовательность. В принципе, по большому счету, этот уровень доступности, он не влияет каким-то образом на визуальную составляющую, поскольку здесь, в принципе, каких-то рамок жестких и ограничений нет.
А для второго уровня доступности тут уже чуть-чуть более сложнее, но этот уровень доступности считается как такой идеальный уровень доступности, с которым стоит работать и который стоит учитывать дизайнерам при работе с продуктами, с которыми они работают. Что сюда входит? Сюда помимо альтернативных текстов, внедрения альтернативного текста, управления клавиатурой, сюда также входит обязательные требования к контрасту. То есть контраст должен быть не меньше, чем 4,5:1 для обычных маленьких текстов от 14 пикселей и выше. И для больших текстов это должен быть контраст не меньше, чем 3:1, к примеру. Там чуть-чуть позже, чуть более детальнее поговорим. Также для этого уровня, уровень 2А, обязательно нужно, чтобы все какие-то визуальные штуки, там картинки, иконки, они были продублированы текстом, чтобы дать больше смысла этим всем элементам интерфейса. А для уровня 3А это считается как такой самый сложный уровень доступности. Здесь уже помимо вот этих моментов, которые нужны для уровня А и для уровня 2А, здесь уже нужно, чтобы было соблюдено более строгий перечень требований. Например, помимо, опять же, альтернативного текста, управления клавиатурой и так далее, здесь также есть свои требования к контрасту между текстом и какими-то элементами и фоном. К примеру, если во втором уровне доступности там минимальный контраст 4,5:1, то в третьем уровне доступности минимальный контраст составляет 7:1. То есть тут контрастность уже должна быть больше. Также у пользователей должна быть возможность, если это речь идет о уровня доступности 3А, здесь у пользователей должна быть возможность самостоятельно регулировать такие штуки, как размер шрифта, самостоятельно регулировать анимацию, приостанавливать ее, либо же вообще отключать, если это нужно. И всякие такие штуки. Также более детально должен быть прописан альтернативный текст. И все в таком духе. То есть уровень 3А, он используется достаточно редко за счет того, что он более энергозатратный и он больше требует каких-то материальных вложений. Сейчас я расскажу о том, что нужно учитывать при создании инклюзивных дизайнов. На самом деле это то, что мы стараемся учитывать при работе с проектами всегда. Это такие моменты, на которые мы, в принципе, всегда обращаем внимание. Но я думаю, что лишний раз о них вспомнить не помешает. Поэтому первое, что мы должны учитывать при создании доступных и удобных интерфейсов, это цветовой контраст. Здесь изображена такой график от низкого к высокому контрасту. И, как вы можете видеть, контраст самый низкий — это 1:1. Это когда на черном фоне расположен черный текст. Такой контраст нам, в принципе, не подходит, поскольку здесь что-то прочитать, что-то увидеть вообще нереально. Дальше идут такие контрасты, тоже достаточно низкие и тоже не сильно понятные. Человеку, у которого плохое зрение, он даже не увидит и не догадается, что там что-то написано. Самый минимальный уровень контраста — это 4,5:1. Это тот такой минимальный стандарт, от которого мы можем уже идти и делать какие-то продукты. Все, что выше, это уже классно и нам подходит. Также, как я уже и говорила, что для учета второго уровня стандарта 2А нужно учитывать такой момент, что контрастность между шрифтом и фоном должна быть не меньше, чем 4,5, а шрифт должен быть не меньше, чем 14 пикселей. Но 14 пикселей — это даже немножко маловато. Желательно, чтобы этот шрифт был 16 пикселей. А для больших шрифтов от 18 и больше контрастность уже дозволяется, чтобы была в рамках от 3:1 и выше. Следующий момент, на который тоже стоит обращать внимание, это не только цвет, но и работа с какими-то дополнительными штуками и элементами. Например, как здесь. Здесь есть два примера.
и они отображены в таком черно-белом цвете. Я это сделала потому, что есть люди, у которых искаженное восприятие цвета, вот, и они могут не видеть, что там, они что-то неправильно сделали, потому что мы, как дизайнеры, выделили этот элемент только лишь цветом и больше ничего. А на втором варианте здесь уже более все понятно и более бросается в глаза, что, к примеру, там, вот в этом поле есть ошибка за счет того, что здесь есть какая-то иконка, которая символизирует об этом, а также есть текст. То есть в этих двух случаях больше вероятности, что пользователь придаст значение ошибки именно во втором варианте. Поэтому всегда нужно учитывать тот момент, что людям будет гораздо удобнее и проще воспринимать контент, который отображается не только лишь цветом, но и дополнен какими-то дополнительными штуками, такими как иконки, подписи, там, не знаю, палочки, рисочки, подчеркивания, точечки и так далее. Следующий момент — это типографика. Типографика играет тоже очень важную роль в создании инклюзивных дизайнов, так как, собственно, благодаря типографике мы можем донести какую-то мысль до человека. И здесь очень важно учитывать выбор шрифта, который мы выбираем для проекта. Шрифт должен быть хорошо считываемый. У этого шрифта должны быть какие-то уникальные литеры. К примеру, во многих шрифтах перекликаются литера буква О, да, и цифра 0. То есть они очень похожи между собой. Этого желательно быть не должно. Цифра 0 и буква О, они должны быть разными по виду, чтобы как бы не вводить пользователя в оману, так сказать. Вот. Также очень важно, чтобы шрифт был достаточно открытым. То есть если он будет слишком закрытым, как буква «С», например, это уже будет больше похоже на букву «О». Если он будет слишком открытым, это уже, возможно, будет больше похоже на букву «I». Вот. Но есть такая золотая середина, когда шрифт достаточно открытый, достаточно закрытый, и таким образом он будет легко считываться. Также очень важно учитывать достаточное расстояние между буквами, чтобы оно не слишком слипалось и не слишком разлипалось, чтобы было проще читать эти слова. Вот. Также важно учитывать такой момент, как интерлиньяж. Здесь тоже очень важно то, что расстояние между строками должно быть достаточным. К примеру, если мы используем шрифт в 16 пикселей, то высота строки должна быть 24 пункта, к примеру. То есть в 1,5 раза больше, чем сам шрифт. Ну и также очень важно учитывать тот момент, что нужно обращать на длину строки. Нельзя, чтобы она была слишком короткая для того, чтобы пользователь, когда читает, слишком часто не перепрыгивал со строки на строку. И нельзя, чтобы она была слишком длинная для того, чтобы пользователь там не устал, не сбился, пока читает эту длинную строчку текста. Вот. В идеале, чтобы это было от 45 пунктов до 75. Следующий момент — это дополнять контент текстовыми деталями, то есть дублировать какие-то визуальные штуки текстом. К примеру, как здесь есть два примера. Карточка с сервисами, где здесь просто отображена информация с помощью иконок, а здесь информация отображена с помощью иконок, еще и продублирована дополнительно текстом. Соответственно, люди больше времени проводят на различных каких-то других сайтах, но не на нашем. Вот, поэтому человеку будет легко воспринять какой-то знакомый элемент, типа иконка с 3 линиями. Все знают, что это иконка, которая открывает менюшку. Но попадя к нам на сайт, если человек увидит какую-то кастомную иконку, к примеру, вот эту иконку, он не совсем поймет, что она значит. Поэтому для того, чтобы опять не было какой-то путаницы, очень важно подписывать такие штуки, чтобы человек видел наочно, что вот это там сервис трансфера, вот это там сервис со страховками и так далее. То есть это даст пользователю возможность легче и проще воспринимать контент. Понятные формы, что здесь имеется в виду. На самом деле формы — это очень такой важный элемент на сайтах, в приложениях, так как с помощью форм мы можем оформить какой-то заказ, не знаю, оформиться на подписку, там еще что-то. Для этого всего нужно такой некий сбор данных, который помогает собрать формы.
Для того, чтобы пользователям было удобно и понятно заполнять эти формы, нужно постараться сделать их максимально легкими и простыми. В первую очередь очень важно, чтобы пользователь четко видел, куда именно он должен вписывать информацию. То есть в этом варианте тут немного не очень хорошо за счет того, что здесь это все очерчено лишь только линиями и больше ничем. Пользователь может элементарно просто не увидеть этих линий и, не знаю, его может ввести в некое такое заблуждение, а куда же ему нужно кликнуть, чтобы там, ввести свое имя. Здесь таких вопросов, скорее всего, не будет, так как здесь четко понятно, что вот этот бокс, он предназначен для имени. Также очень важно подписывать поля так, чтобы пользователь всегда видел, как называется это поле. Вот. В случае вот в этом примере здесь поля подписаны, но когда пользователь начинает вводить информацию, название поля, оно исчезает. Также хорошо использовать какие-то подсказки внутри полей или под полями, чтобы пользователь заранее видел, в каком формате должно быть заполнено это поле. Также очень важно оставлять какие-то подсказки по типу, какой формат должен быть заполнения этого поля. К примеру, если у меня была такая ситуация, когда я там оформлялась на какой-то сайт, регистрировалась, и там нужно было ввести пароль. Каких-то подсказок по этому паролю не было. Я ввела пароль на свое усмотрение, но потом мне выдала ошибку, что этот пароль должен быть там из 5 букв состоять, одна из них должна быть большая, обязательно 2 каких-то специальных элемента, там 8 цифр и так далее. Вот. Я, поскольку этого не знала, я сделала так, как мне хотелось, вот, но потом мне пришлось одно и то же действие переделать, грубо говоря, 2 раза. Это как бы не очень хорошо, вот, поэтому, чтобы такого не было, нужно стараться заранее предусматривать такие моменты, если они должны быть. Вот. Ну и также корректное прописывание ошибок. Если пользователь совершил какую-то ошибку в заполнении поля, очень важно подписать, что это за ошибка. К примеру, если он в поле с именем случайно допустил ошибку и ввел туда цифру вместо буквы, то под полем желательно, чтобы была подписана такая ошибка, как типа там, в этом поле должны быть только там, буквы, к примеру. А если будет подписано просто, типа это поле подписано, заполнено некорректно, то существует вероятность, что пользователь не поймет, а что же он не так сделал. Вот. Ну и также, если формы очень большие, предусмотрены, то тут очень важно тоже их группировать по логическим каким-то блокам, типа там информация о себе, а потом информация, куда доставлять, информация об оплате, и все это можно там либо разделить на шаги, либо разделить как-то по группкам, чтобы пользователю было проще заполнять эти поля. Следующий момент — это размер и отступы. Тут существует такой закон Фитца, который говорит о том, что чем ближе элемент и чем он больше, тем проще и легче его достигнуть. Вот. В принципе, собственно, в дизайне такое тоже можно учитывать и обращать на это внимание, так как вот в первом варианте здесь, если бы здесь не было такой карточки, на которой это все изображено, то оно бы так выглядело бы немножко рассыпчато. Вот. Плюс здесь очень маленькие кнопки, между ними маленькое расстояние. Здесь также проще промазать мимо этих кнопок. А в этом варианте, во втором, здесь, в принципе, все ок. И отступы между элементами нормальные соблюдены, и размеры кнопок тоже хорошие. То есть человек, у которого, к примеру, там тремор, руки когда трусятся, у него есть больше шансов попасть в нужную кнопку именно на этом варианте, чем на этом. Вот. Следующий момент — это альтернативный текст. Это то, о чем я упоминала много раз на протяжении доклада. Альтернативный текст нужен для того, чтобы люди, у которых есть ограничения по зрению, могли также получать информацию с сайтов или с приложений. Мы, как дизайнеры, особо повлиять на эту функцию не можем, но, в принципе, мы должны знать, что такое есть,
И оно работает таким образом, что нужно либо скачать какой-то скринридер, который позволит пользователю считывать информацию из сайта, вернее, не конкретно самому пользователю, а программа за него будет читать. Например, вот этот H1 такой-то, там дальше идет текст такой-то, и оно все читает. Также, если есть картинки какие-то, либо иконки, то этот скринридер тоже будет эти картинки и иконки описывать словесно. Только в том случае, конечно, если это описание было добавлено в код. Но в целом такая штука тоже очень важна для того, чтобы соблюдать правила инклюзивности, особенно для людей, у которых есть проблемы со зрением. Следующий момент — это управление с помощью клавиатуры. Это тоже такая довольно удобная штука может оказаться, и это тоже то, что определяет уровень инклюзивности сайта, поскольку не все люди хотят, могут или приветствуют использование мышки, да. Поэтому мы должны им дать какой-то альтернативный способ управления сайтом, например, управление с помощью клавиатуры. Здесь, как дизайнеры, мы можем, в принципе, отрисовать еще какой-то дополнительный стейт, который будет показывать, что элемент выделен с помощью таба, например. Вот такая вот штука, которая позволяет тоже сделать дизайн более инклюзивным, это управление с помощью клавиатуры. Далее у нас идет такой момент, как аудит и тестирование сайтов. Это уже вводится тогда, когда сайт готов, и существует два варианта проверки на accessibility этих сайтов. Первый вариант — это когда дизайнер самостоятельно, вручную проверяет каждый элемент, чтобы он соответствовал уровням стандартов. Это когда дизайнеры собирают людей для того, чтобы устроить интервью-тестирование с потенциальными пользователями этих сайтов, для того, чтобы понять, насколько удобно или неудобно людям использовать их приложение. А также существует тестирование с помощью различных плагинов и расширений в браузерах или сайтах. Здесь приведены 4 такие ссылки на эти как раз инструменты, которые позволят проверить наш сайт на инклюзивность. Этот сайт Wave, он позволяет полностью проверять сайт уже готовый. Вам нужно просто скопировать ссылку, вставить ее строку на этом сайте, после чего она выдаст такой скрининг, где будет указано, что там, к примеру, где-то есть какие-то ошибки в контрасте, где-то есть ошибки в размере шрифта, к примеру, где-то в каких-то моментах может отсутствовать альтернативный текст, есть ли на этом сайте возможность управлять с помощью клавиатуры или нет. Все эти моменты можно узнать, просканировав сайт на этом портале. Этот и этот — это два плагина в Figma. Эти два плагина, они позволяют проверить уровень контраста по WCAG, по этим уровням доступности, чтобы все было хорошо, насколько соответствует наш контраст тому, что прописано в документе. То есть вы тоже можете просканировать эти два QR-кода. Это плагины в Figma устанавливаются, и уже непосредственно в Figma в процессе, когда вы работаете над своим каким-то продуктом, вы можете проверять контрастность своих приложений, которые вы делаете, над которыми вы работаете. И это тоже плагин в Figma, Colorblind. Здесь точно так же вы можете просканировать этот код и перейти на скачивание этого плагина. Этот плагин позволяет дизайнеру увидеть, как будет видеть человек с искаженным восприятием цвета. То есть как его дизайн будет восприниматься такими людьми, которые не видят красный или не распознают синий цвет, например, либо же у них вообще ахроматия. Это когда человек черно-белый видит только. То есть это расширение, которое поможет вам
посмотреть глазами другого человека, как он будет видеть ваш дизайн. Вот. Ну и напоследок хочется сказать, что существует много таких штук, которые мы пытаемся внедрить для того, чтобы сделать удобным сайт или приложение. Вот. Но сколько людей, столько и мнений. Вот. Для кого-то удобно что-то одно, для другого это что-то может быть абсолютно неудобным. Вот. Для того, чтобы постараться сделать максимально что-то хорошо и удобно для большего количества людей, нужно учитывать ограничения, которые возможны. Вот. И с учетом этих ограничений делать так, чтобы было удобно и комфортно людям. Вот. Как-то так. На этом я все. Возможно, у вас возникли какие-то вопросы, вы бы хотели их задать. Я з удовольствием постараюсь на них ответить. Чи робиться стандартний дизайн одразу з урахуванням всіх особливостей, чи лише на замовлення клиента? Ну, тут, смотрите, тут такой момент, что, в принципе, мы как дизайнеры имеем, так сказать, право взять на себя эту ответственность и делать сразу хорошо. Вот. Но есть некоторые моменты, которые, как я уже говорила, требуют дополнительных каких-то временных рамок, дополнительных финансовых расходов. И такие как там, внедрение в сайт, я не знаю, темной и светлой темы, к примеру. Такие как гибкое управление шрифтами и так далее. То есть все эти штуки уже стоит обговаривать непосредственно с клиентом. Нужно ли ему это или не нужно. Вот. А все остальные моменты, такие как придерживаться контраста, придерживаться размеров шрифтов, отступы и размеры шрифтов и так далее, это уже должно быть непосредственно инициативой самого дизайнера. Вот. В принципе, это то, что мы стараемся всегда учитывать при работе с продуктами. Как-то так. Так, ну, думаю, що все. Думаю, что можно заканчивать этот доклад. Спасибо большое всем, кто пришел. Спасибо, что послушали. Я очень надеюсь, что для вас это было полезно. И все, это все. Спасибо большое. Всем хорошего и всем продуктивного продолжения дня. Всем спасибо.